Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале про NFT Games, и сегодня мы с вами посмотрим на второй релиз бета-версии, на мой взгляд, очень перспективного проекта Эрта. Также я поделюсь своим мнением о данной игре, расскажу о своей стратегии инвестирования и вообще чего ждать инвесторам в ближайшем будущем. Ну что, готовы? Запасайтесь попкорном, а мы начинаем. Друзья, небольшое объявление перед началом просмотра. У нас на канале идет сейчас конкурс. Мы разыгрываем $60 от нашего канала про NFT Games среди наших подписчиков. Правила очень простые. Добавляйтесь в телеграм-канал наш, подписывайтесь на YouTube канал, оставляйте осмысленный комментарий, ставьте лайк. И вот уже, видите, 4 дня осталось. После этого мы вот в Gli.io проведем розыгрыш. Я это сделаю или на каком-нибудь стриме, или запишу это все в прямом эфире и в каком-нибудь из видео это все продемонстрирую. Так что все честно, добавляйтесь, участвуйте, выигрывайте. Ссылочка на конкурс будет в описании. Ну и давайте традиционно начнем с обновленного сайта. Недавно команда обновила полностью свой сайт. Ну, скажу честно, и до этого у них был хороший сайт, а сейчас стал вообще прям очень и очень замечательный. Давай посмотрим, что здесь теперь есть. Ну вот сразу мы видим на главной страничке вот такое вот прекрасное видео, где на своих землях показывают, что можно что-то строить, усовершенствовать, улучшать. Там вот видите, токены сразу накапывают, там зарабатывать какие-то деньги, да. Вот дальше, да, вот такие вот картинки. Ну, опять же таки призывают, что это будет пожизненный доход для землевладельцев. Опять вот такую вот непонятно, это кто, инопланетянин или какая-то женщина будущего нарисовали, да. Вот, ну, тут новости, да, последние, в том числе вот про бета-версию, которую мы с вами сейчас посмотрим. Дальше, опять же, какие-то элементы геймплея. Вот, ну, я, если честно, их смотрю, и у меня прям кровь будоражит. Я в предыдущем видео говорил, что эта игра мне с самого начала напомнила Цивилизацию. Кстати, кто играл в Цивилизацию, ставьте сразу лайк автоматом. Прям респект. Я лично играл самой почти с первой части и до последней. Поэтому у меня вот эти картинки все кровь будоражат. Ну и сейчас мы с вами посмотрим, что есть на данный момент из того, что нам обещают. Ну вот тут продажа земель на сайте, да, вот опять же такие красивые картиночки земли, вот преимущества здесь можно почитать для владельцев земли, да, но это в принципе и на прошлой версии сайта было, просто немножко сделали покрасивее дизайн. Так что, ребят, ну, сайту оценка прям высокая, мне здесь очень все нравится, очень все супер. И давайте теперь перейдем к бета-версии самой и посмотрим, что сейчас есть на данный момент. Ну и давайте смотреть, что же есть в новой бета-версии 0.2. Вот ссылочка будет в описании, как обычно. Здесь сразу нам все разработчики описали, что они добавили. А добавили они примерно следующее: создание характера, какие-то способности, первичные, вторичные добавляются, навыки и так далее, и так далее. Ну, здесь вот можно все прочитать, я уже читать не буду подробно, но суть в том, что добавили характеристики в основном персонажу. Ну, плюс там пофиксили какие-то баги, чуть-чуть улучшили дизайн и так далее. Ну, что я скажу по этому поводу? Расстроился ли я как землевладелец? Конечно, да, потому что мы все землевладельцы, наверное, ожидаем все-таки вот те картинки, которые мы сейчас с вами только что видели на сайте, когда нам дадут использовать свою землю, на ней что-то построить, начать там что-то производить, чем-то торговать и так далее. Наверное, все землевладельцы этого ждут. Ну, не только я, да, или, по крайней мере, большинство. Друзья, кто ждет, ставьте, опять же таки, лайк автоматом. Пишите в комментарии, что вы тоже землевладелец, что вы этого ждете, чтобы разработчики видели, что мы этого ждем.
Ну и рассуждая дальше, я немного расстроился как землевладелец, потому что уж очень не терпится это все вот попробовать, построить, поиграть и так далее. Но, с другой стороны, друзья, с другой стороны, я понимаю разработчиков, почему они нам выкатывают вот такую вот некий Sims или еще что-то вместо того там какой-то экономики, да. Логика здесь очень простая, потому что разработчикам, понятное дело, нужно привлечь как можно больше игроков. Потому что на одних только землевладельцев, ну вот представьте, что если играть будут только одни землевладельцы, у кого есть вот земли и все, больше никто не будет играть, то очень мало, конечно, будет игроков, потому что ну сколько там земель они продали, ну не знаю, там может быть 5 тысяч, может быть 10 тысяч и все, но это, конечно, очень мало для полномасштабной игры, поэтому нужно привлечь игроков, которые вот просто захотят там походить, побрать, а вот этот жанр, да, наподобие вот Майнкрафта вот сейчас есть, наподобие Sandbox, да, вот они в эту сторону метят. Он очень популярный сейчас среди игроков, и вот именно набрать массу игроков, которые будут там, не знаю, учеными, солдатами или там еще кем-то, да, помимо землевладельцев быть, да, вот именно для этого они вот сейчас вот это вот и нам выкатывают, да, чтобы набрать аудиторию. Вот, ну и когда уже аудитория будет набрана, я думаю, тогда уже потихонечку будут добавлять какую-то экономику и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья мои, прошу прощения, вот, поэтому, ну, лично я не теряю оптимизма, верю в разработчиков, верю, что они на правильном пути и, ну, поддерживаю их, конечно, расстройство какое-то внутреннее есть, но ну, ничего страшного, я терпеливо, как говорится, жду, потому что вот, ну, потому что я объяснил, нужны масса игроков. Ну и давайте теперь саму, собственно, бета-версию посмотрим, как она выглядит, что там есть интересного и так далее. Ну, как обычно, для начала нам нужно найти вот этот вот хекс, да, вот эту землю, она находится где-то на Гавайях, можно поискать вручную, можно воспользоваться ссылочкой, которая сразу вас на этот хекс переведет, ссылочку оставлю в описании, и дальше нажимаем кнопочку View, и, собственно говоря, сейчас мы попадаем в саму бета-версию. Вот, сейчас она загрузится. Ну, у вас тут, если вы в первый раз сразу в начале будет предлагать создание персонажа, там его образ, пол, как раз вот эти вот характеристики, которые мы только что с вами читали, можно там добавить эти способности, первичные, вторичные, в общем, создать персонажа. Ну и дальше мы попадаем на вот эту вот карту, по которой можно походить, побродить, как вот вид сверху, так и вид от первого лица, попасть в здание, погулять в зданиях и так далее. Ну вот, покрутить, повертеть, собственно говоря, это все дело. Вот, ну, в общем, вот такая вот улучшить. Ну, сказать, что по сравнению с прошлой бетой, да, графика стала чуть-чуть получше, чуть-чуть побыстрее начало все двигаться, да, как-то вот работать и так далее. Но смотрите, ребят, даже если сравнивать с тем же Sandbox'ом или с тем же Майнкрафтом, то, ну, графика, на мой взгляд, конечно, здесь гораздо лучше. Из-за этого сейчас проблемы там с загрузкой, начально долго грузится, там что-то долго оптимизируется, какие-то долгие разработки, но зато это, представьте, какой это будет плюс, если все-таки, точнее не если даже, а когда это все начнет работать в полную меру и вот с такой графикой, это будет, конечно, вообще супер бомба. Я думаю, что разработчики именно на это ставку делают, поэтому вот так вот у них все долго выходит, поэтому у них все так затягивается и все вот так вот медленно грузится и так далее, и так далее. Но, как повторюсь еще раз, когда это все завершится, тогда это все будет вообще супер-супер. Ну, собственно говоря, ребят, я вот тут на самом деле ходить не буду, потому что я не любитель такого жанра, типа вот ходить, бродить, что-то искать, вот особенно от первого лица, да, я больше поклонник там стратегий типа цивилизации и так далее. Поэтому, ну вот я вот так приблизительно посмотрел, понял, в чем суть, запасся еще раз терпением, поверил еще раз разработчиков, говорю им: вперед, ребята, молодцы, давайте двигайтесь, запасся оптимизмом и жду дальше.
Вот, ну и давайте расскажу вам немножко про свою стратегию, как я в этот проект инвестирую, как в нем участвую. Изначально еще где-то в феврале месяце или в январе я подкупил земли, у меня есть 4 земли, вот в разных локациях. Ну и вот, собственно, теперь я жду, когда ими можно будет воспользоваться. Дальше, что я делаю сейчас? Сейчас, когда токен падает постоянно, я его потихонечку докупаю. Не на большие суммы, там где-то на $10, где-то на 20, где-то на 15, ну вот какие-то свободные денежки появляются небольшие. И постепенно там раз в недельку, там раз в 10 дней я потихонечку этот токен докупаю. Вот, ну, чтобы когда уже, если все заработает и токен пойдет вверх, а я в это верю, как еще раз повторяюсь, и жду этого, ну, чтобы я уже был, как говорится, сразу на коне. Ну, вот такая моя стратегия, но, ребят, инвестирую немного, скажу, то есть это от моего портфеля общего, вот игрового, вот именно если взять все игры, там у меня не более 3-4, ну, там, наверное, около 5% вот весит вся эрта вместе со всеми токенами, которые я вот сейчас докупаю. Ну, это же, опять же таки, ни в коем случае не финансовая рекомендация и так далее. Это, ребят, я всего лишь делюсь своим опытом, ну, и своим, то, что делаю я, вам вот рассказываю. А как делать вам, конечно же, принимайте решение самостоятельно, делайте свой собственный ресерч. И, ну, ни в коем случае никогда не рискуйте теми деньгами, не вкладывайте те деньги, которые вы не готовы потерять, там, какие-то заемные или еще какие-то деньги. Вот, ребят, ну, на этом, наверное, все. Вот такое коротенькое видео. В общем, ждем, верим в разработчиков, ждем новых обновлений, когда все-таки мы сможем что-то на своих землях построить, начать производить, торговать и так далее, и так далее. В общем, все, что нам обещали разработчики. На этом всем пока. Не забудьте поставить лайк, участвовать в конкурсе, подписаться на канал, добавляйте в телеграм-чат, там у нас очень много интересного. Ну и, как всегда, до встречи на игровых полях.